чудо ребенка, который мы ждем, когда мы начали планировать беременность. Готовы к деткам мы были реально уже лет... В интернете вычитали все, как нужно, чтобы было, и следовали вот именно этим рекомендациям. Я после 30 какой-то такой пошел просто миллион анализов. Это было каждый раз на кучу денег. Я люблю только рыбу и креветки, но мы начали покупать все. Ну давайте там, вы хотите эко делать? Мы оказались у одного врача. Первый раз, когда мы пошли сделать, Вместе, просто это так нормально. получилось, да. Мы несколько раз говорили, что мы как-то запишем этот ролик и будем рассказывать поэтапно, по маленьким деталям, по всем процессам, как мы забеременели. И настал этот момент. Вы сейчас услышите весь процесс, весь рассказ, как мы забеременели. Мы расскажем, какую сотню анализов мы сдавали, каких врачей мы посещали, что мы только не делали для того, чтобы получить эту нашу долгожданную беременность. Тю-тю-тю-тю. Тот путь, который мы прошли, мы уверены, поможет другим парам, чтобы они тоже достигли этого результата и в итоге получили тот чудо ребенка, который мы ждем. Когда мы начали планировать беременность, когда мы уже захотели ребенка, дело было очень давно. Приблизительно, Танюша скажет, сколько лет тому назад? Лет 8 назад мы уже начали заниматься этим вопросом. Мы, конечно, подумать даже не могли, что у нас может возникнуть какая-то проблема, что у нас может что-то не получаться. И это так долго затянется. Да, мы думали, ну, сейчас там все, месяц-два, там сядем на какое-то, окопчик и так всегда на правильном питании, я там чуть-чуть поправильнее попитаюсь, подготовимся, все, сейчас месяц-два, и мы забеременеем, будем рожать. То есть готовы к деткам мы были реально уже лет 8 назад. Мы не знаем точную дату, конечно, когда мы начали это все делать. Приблизительные цифры, да, это было где-то 8 лет тому назад, но по течению обстоятельств у нас не получалось, и не получалось, и не получалось, и не получалось, и не получалось. И так было год, потом 2, потом 3, потом мы начали уже, серьезно паниковать на эту тему и задумываться, что нам делать, почему. Естественно, было понятно, что делать. Идти обследоваться, искать причины, искать выходы. Прежде чем мы начали к докторам ходить, мы начали отслеживать овуляцию. Ага, да, ты правильно говоришь. Да, мы там начали, я вела календари, то есть мы, соответственно, совершали половые акты в определенные дни. До этих дней мы делали там определенные задержки, там все по таким правилам мы уже все соблюдали. Мы в интернете вычитали все, как нужно, чтобы было, и следовали вот именно этим рекомендациям, которые было в интернете написано. То есть мы к докторам еще не ходили. Да. Мы читали информацию, черпали от всего интернета, пользовались такими приложениями, которые сейчас доступны, чтобы там отслеживать там дни, часы, там каким-то правилам, чтобы достичь этого успеха. Определенные программы, которые пользовалась, ты помнишь, как называется? Есть много программ, по сути. Очень много. Женские программы такие. В Гугле напишите там, как отслеживать овуляцию, например, как вариант. Вам придет, и поверьте, все они точно показывают тот результат, который вы хотите узнать, получить от программ, потому что они в буквальном смысле, что платные, что бесплатные, они дают тот же самый результат. Поэтому я думаю, платных программ брать не стоит. Можете спокойно пользоваться бесплатными, и дают они хороший результат. Что мы делали, какие диеты соблюдали? Я, в принципе, как Танюша уже сказала, я определенно кушал там правильную еду, то есть у меня не было никаких лишних жиров, там, сахаров и всего похожего в моем рационе. Танюшка, в тот период, когда мы начали уже заниматься этим вопросом гораздо серьезнее, Танюшка также начала кушать ту же самую еду, как и я. И, в принципе, мы до сих пор кушаем правильную еду. То есть у нас определенное количество жиров, белков и углеводов в течение дня. Приблизительно это варьируется от 1900 до 3. Это приблизительно я говорю, потому что у нас сейчас такая система жизни и питания, что мы не отслеживаем все.
Просто я так уже научился все это считать в своей голове, я приблизительно понимаю, там, сколько мы съедаем в течение дня. Но это, конечно же, качественные, хорошие продукты, без лишних, так скажем, сахаров, которые в основном вредят процессу беременности. Алкоголь, об этом я не говорю, никотин мы не употребляем, так что основная наша диета, которую мы начали пользоваться, делать, это было правильное питание. Мы начали просто кушать гораздо больше правильных продуктов. В то же самое время я Танюшке там посоветовал кое-какие упражнения. Она начала этим упражнением увлекаться, и в итоге она начала просто делать йогу. Йога очень ей помогала тоже и разгружаться, и как-то держать тело в тонусе. Но нам это все не помогало почему-то. Еще я хочу добавить, что именно по питанию, что самое важное и главное, что мы перестали делать, это мы вообще ничего не жарили. Да, жареное мы вообще не... То есть масло мы не используем, ты это Да, хочешь сказать? да, мы, то есть масло, можно сказать, не покупали вообще. Я все запекала в духовке, котлетки, все у меня было печеное. Да, мы могли себе позволить там когда-то кусочек тортика какого-то съесть. Там, Каждый день. ну нет, ну не без этого, то есть, но, то есть на сладкое я наседала, не могу сказать, и мне вообще у меня после 30 какой-то такой пошел перезагруз мозга, я очень хотела тортиков, я очень хотела сладостей, и я не спорю, я их ела, но помимо этого, это была первая половина дня, и мы исключили вот все жареное, и все-таки мы считаем, что мы были в тонусе, в хорошей форме. Мы надеялись, что это нам поможет тоже получить нашу беременность. Зная систему хорошо, я могу посоветовать вам, как правильно питаться. Вы кушаете часто по маленьким порциям. То есть, смотрите, если вот прям детально вам расписать, вкратце, Я могу, скажи. каждые 2 часа, то есть вы кушаете завтрак первый, завтрак второй, обед первый, обед второй, ужин первый, ужин второй, это уже 6 приемов еды. Вы каждые 2 часа, когда будете кушать, получается, смотрите, с 8 кушаете, 8, 10, 12, 14 и 16. Потом 18, да, я вот 18 забыл. Последний прием. 18 это в 6 часов. То есть 6 часов у вас должно быть в любом случае последний прием пищи. После этого времени вам нежелательно кушать. Когда вы кушаете уже во вторую половину дня, соответственно, вы меньше подвижны, и поэтому у вас откладываются какие-то жиры. Короче, кушаем часто, кушаем маленькими порциями и не забываем. Последний прием пищи, ну самое крайнее время это там 7 или там 8 часов вечера. 4 часа до сна. Уже вы сами там считайте, когда вы спите, и от этого там 4 часа отнимаем, и все, успокоиться. Мы знаем, что это твоя любимая тема, Не. рассказать про спорт, про И правильное просто, питание. и плюс обязательно надо хорошенечко высыпаться. 8 часов сна. 100%. Это тоже очень важный пунктик. Все. Мы все это выполняли, мы были такие правильные, мы надеялись, что вот-вот наступит беременность, мы все делали строго по этим пунктикам, мы соблюдали просто все, что можно и нельзя, но, к сожалению, почему-то Не получалось. Не И мы получалось. начали ходить по докторам. да, и тут понеслась. Понеслась. Вначале мы начали ходить к докторам в Москве. Потом, ну это, смотрите, не буду там в деталях Не, давай рассказывать. чуть-чуть я расскажу. Сначала мы Москве? начали, да, Давай. сначала в Москве мы начали обследовать меня. Сразу вам Почему? скажу. Меня тоже. Я же тоже анализы сдавал. Ну ты одну там сдавал спермограмму и все. У тебя смотрели, она хорошая, все, ничего больше то есть тебя в моем никуда не случае- направляли. В моем случае это самое важное, спермограмма, Да. чтобы было нормально и все окей, да? Ничего, просто моя гинеколог, к которой я ходила, допустим, она говорила, от него нужна спермограмма. Мы ее делали свежую, приносили, она все хорошо, все. И давай меня там просто миллион анализов. Это было
каждый раз на кучу денег, просто, ну я не знаю, кто, не дай бог, сталкивался с таким, тот знает. Это На просто анализы реально много денег уходило. именно анализы. Это было, я не знаю, один поход там просто в эту, ну, сдача анализов. В ту В лабораторию. лабораторию. Я уже не любила, там мы ездили на Октябрьское поле, я уже не любила вообще это место, потому что Нервничать, это всё каждый хорошо. раз просто 200, 300, 500 долларов, 200, 300, 500. И там проходит 2-3 месяца, ну, у Ты нас ничего не пересдаешь. меняется, естественно, доктор говорит, пересдавайте. Но сам фактор, то, что мы сдавали анализы, и анализы показывали, что у нас все хорошо, у Да, меня все вот. хорошо, у нее все хорошо. И у нас нету вот единственное явление, которое могло бы помешать нам, это да, Несовместимость. несовместимость. Но у нас даже этого не было. Доктор, Короче, первый доктор говорил, у тебя все хорошо, у тебя меня все все хорошо, хорошо, да, идите все. там дальше, Все, идите работайте, идите, работайте. все у вас все хорошо. Все получится. У меня проверили просто все, что можно и нельзя. Все хорошо, все. Я полноценный человек, я могу забеременеть. Он полноценный человек, я могу от него забеременеть. После И- Москвы мы поехали жить, там у нас опять же был период жизни в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде тоже, мы когда жили, обследовали, все то же самое получается. У меня все хорошо, у Танюши все хорошо. Просто получается, мы где бы ни были, сдавали анализы, и нам говорили, Да. что у нас все хорошо. И Пробуйте каждый врач дальше. там что-то нам советовал. Я, кстати, помню про Нижний Новгород. Вот эта история очень прикольная, расскажу. Да, я не Один помню. врач, это был мужской врач, к которому мы пошли тоже сдали спермограмму. Он сказал, все хорошо, но можете поднадавить на морепродукты. А, да. Как мы давились этими я не люблю морепродуктами. морепродукты вообще. Он вообще на дух не переносит. Я люблю только рыбу и креветки, но мы начали покупать все. Мидии, креветки, осьминоги. Я с этим всем делала пасту. А знаете, вот кто не любит, это такая вонь на весь дом. А коп уходил по работе, короче, на целый Я день. тогда реально кушал, можно сказать, вот так, Да, закрывал но нос, мы закидывал закрывали еду нос, и все. ели и эти мидии, ели эти осьминоги, все ели, потому что доктор сказал. Мы такие, ну, наверное, каких-то там Морепродуктов витаминов, надо да, покушать. чего-то там не хватает. Рыбу ел он просто как миленький. Это человек, который рыбу вообще не переносит, не ест. В общем и целом, этот Да. период мы тоже прожили. Мы после Нижнего Новгорода период жизни своей жили в Москве. В Москве тот же самый этап. И Короче, где бы мы ни были, все нам намекали, что у вас возраст уже такой, что вам нужно, ну, грубо говоря, чуть-чуть поторопиться. То есть я понимаю, это им в пользу тоже, чтобы они там получили дополнительные какие-то деньги. И, может быть, в нашу копильку тоже была там какая-то информация закинута. Делайте эко, делайте инсеминацию. ну, и- это уже в конце нам начали Не, они говорить. все говорили, типа, Нет, надо... они Нет? про возраст не говорили, они просто, даже моя, это первая гинекологша, она говорила, все хорошо, у вас все хорошо, но идите делайте эко. Я говорю, да. в смысле, зачем эко? Они все намекали, все что надо... они, все, вот клиника Неважно. репродуктологии, Неважно. репродуктолог. Армянка. Сейчас скажу, как это. Точно, все уже, армянка. Неправильно Доктолог. начинать. Неправильно говоришь. Что такое? Я не могу, это, у меня в жизни проблем с речью не было. Все на- Репродукция это... Репродукция, центр репродукции. Давайте так, упрощу задачу себе. Репродукция, да. Теперь не только ты не можешь выговаривать, уже все, уже я. А я смеялась с него всегда там. Он... Вот тебе пришло твое Да, время. нельзя, никогда нельзя прикалываться над ближним. Чем все заканчивалось, все врачи, и от того мы и меняли еще и врачей, потому что они никто там... не давал никакого объяснения в смысле на эко. То вы врач, вы нам говорите, что у нас вдвоем хорошие показатели. Почему тогда не получается? Что происходит? Они начинают наши анализы брать, то есть вот такой процесс. Давайте начинаем анализы сдавать, мы сдаем анализы на какую-то хорошую сумму, и они смотрят, все хорошо, ну давайте там, вы хотите эко делать? Мы говорим, мы не хотим эко делать, мы хотим понять, что с нами не так, почему мы не можем забеременеть. Они говорят, с вами все хорошо, но ничего не можем сказать, почему. Делаем эко тогда. А мы не хотели эко делать. Мы понимали, это какая нагрузка для организма Танюши. И я не хотел, реально, я не хотел, чтобы она проходила через эту
всю процедуру. Ну и вообще, осознавая, что мы два здоровых человека, ну в конце концов, в смысле, зачем Да, идти зачем делать это делать, эко? мы не Ну, понимали. В общем и целом, еще дальнейшее... хочу про анализы 2 секунды договорить. Просто ты начал, там я не стала тебя перебивать, но там прям в тему было, что действительно, в какую ты клинику не приходишь, к какому ты врачу не приходишь, старую твою какую-то там историю никто не смотрит, какие-то старые показатели. Все тебя, естественно, по новой направляют. Вот, идите, сдавайте анализы теперь у нас. Я говорю, ну вот, у меня еще свежие, посмотрите эти, им там нет еще 3 Они месяцев. как-то, может быть, нам не подходят. 3 Да. месяца прошло, надо новые Даже сдавать. не 3 месяца, просто врачи говорили, ну, мы, конечно, доверяем вот нашим там конкурентам, все, но мы бы все-таки хотели, чтобы вы сдали у нас. И ты по новой пошла опять вот эту всю историю. Мы этот этап, опять же, прошли, пережили, и мы оказались у одного врача. Этот врач сказал нам, подумайте, может быть, вам надо поменять страну, поменять воздух, поменять климат, и тогда у вас, может быть, что-то получится. Мы тогда очень серьезно задумались о том, чтобы поменять страну. И плюс вот вся ситуация, которая накрутилась, навертелась вокруг нас, мы очень сильно и серьезно подумали поменять страну. И что, мы в итоге поменяли страну, мы поехали И он не так сказал, там вы подумайте, он настоятельно рекомендовал, что у вас все хорошо. Честно говоря, этому врачу я поверила, наверное, больше всего просто в мире, потому что, ну я не знаю, почему-то я в этом услышала какую-то долю правды. Он сказал, у вас все хорошо, но вы должны дать стресс, жесткий стресс вашим организмам. поменять климат полностью. Да, он начал говорить, типа, мужчина пусть займется серьезным спортом. А коп говорит, я кроссфитовец, я уже занимаюсь 10 лет. Кроссфитовец? А что, я неправильно говорю? Кроссфитер. Кроссфитер, я всю жизнь говорю кроссфитовец. Короче, мы объяснили, что мы и так, мы не знаем же, что тут делать. Он сказал, тогда меняйте климат кардинально, очень сильно на какой-то непонятный. И мы взяли и поменяли климат, мы поехали в Индонезию, на Бали, мы жили там 4 месяца и пробовали там забеременеть. Там, конечно же, мы не ходили по врачам, потому что там медицина не на хорошем уровне, Да, мягко да. сказано. Поэтому мы, во-первых, не знали язык, во-вторых, только английский там не спасет, в-третьих, там медицина была чуть дороже. Наша поездка и жизнь на Бали для меня была каким-то чем-то таким, я была 100% уверена, что вот мы туда приезжаем, там реально климат, ребята, чтобы вы понимали, для жизни, ну просто, я не знаю даже как объяснить. Вы, смотрите, я так двумя словами скажу. Как бы вы не любили жару, но все равно там очень жарко. Ты постоянно ходишь влажный, потный. Я все время, сколько мы там находились, я гулял без футболки. Не то, что там хвастался своим телосложением, у меня красивое телосложение, нет, мне просто было очень жарко. Я ездил на байке без футболки, я ходил по улице без футболки, только единственное, когда мы заходили куда-то кушать, я одевал футболку, мы кушали, я выходил, там снимал сразу футболку. У меня не футболка даже была, маечка какая-то, Но без ты рукава. все равно вот этими словами ты не передаешь все. Я могу передать по поводу тренировок. Я тренировался там тоже, и мои ладошки просто во время тренировки, они такие мокрые были, что я не мог взять штангу. Они скользили, я не мог висеть на турнике. То есть я там реально ничего не мог делать, потому что там, ну ты представляешь, жарко, ты там и так потеешь, а во время тренировки ты 5 раз больше потовыделения даешь. Да, и я все равно хочу добавить, помимо того, что там нереальная жара, там еще и льют дожди, там влажно, понимаете? То есть одежду ты постирал, а она не сохнет, вот не сушится. На солнце висит и не сушится, может 3-4 дня висеть там тоненькая футболочка и не высыхать. Вот такой климат, понимаете? То есть ты вышел из душа, ты вот только что намылся, натерся, и ты через 3 минуты становишься липкий и неприятный. Да, это состояние липкости у тебя постоянно И присутствует. это такое, короче, какое-то... Какой-то там- кайф. Ну, такой кайф, да, определенный просто. Там нереально красиво, там безумные виды, закаты, там все, там столько красоты, просто Ладно, не давай передать не о словами. Бали. В итоге мы на Бали пожили 4 месяца, и Чудо не у произошло. нас это чудо не произошло.
Но мы были готовы пожить там еще дольше, просто исходя из обстоятельств, которые накрыли опять нас. Мне нужно было поменять паспорт, так как мой паспорт там заканчивался через 1,5 года, а нужен был гораздо большой срок, чтобы Получить мы, визу следующую. мы остались на Бали на гораздо дольше. Мы вернулись в Армению, и в Армении понеслась новая история, конечно же. Новая страница Мы нашей уже на жизни. Бали забыли, не будем возвращаться, мы все в Армении будем делать все, что делали. Опять же, мы делали ребенка, мы начали ходить к врачам, сдавать анализы. И в Армении мы наконец решили сделать инсеминацию, правильно? Да, мы пошли к Рассказывай очень историю. хорошему врачу. Мы пошли к проверенному, по рекомендации. Мы пошли в дорогую платную клинику. Мы заплатили сумму какую-то, не помню, определенную, опять же, чтобы просто нам сделали анкету. Мы числились в этой клинике. Короче, Да. это я считаю реально разводняк, потому что, ну, это бред какой-то. Ты просто платишь деньги, чтобы тебе открыли анкету. Ну, мы до этого всегда и так обслуживались в платных клиниках, так как мы жили в Москве, мы не граждане России, мы и так обслуживались всегда в платных. Но мы такого не знали. Я Ну, по это для Украине меня такого реально не был бред. знала. Мы тогда очень сильно возмутились по этому поводу, но мы ничего не могли сделать, потому что мы хотели именно к определенному, очень хорошему, по отзывам врачу, который очень помогал людям, и мы надеялись, что все. Вот сейчас мы сделаем инсеминацию, сейчас деточка будет, все. Короче, мы опять же на крыльях любви, на этих всех эмоциях, на этом счастье. Я хочу кое-что вот в этот момент добавить, извини. Вот этот процесс, который мы сейчас рассказываем, это там на протяжении там, вот 8 лет мы все это делали, мы занимались. Там в Москве очень долго занимались, в Нижнем Новгороде занимались, опять обратно в Москве, на Бали. И теперь мы дошли до этапа там в Ереване. И в Ереване мы начали уже думать, что нужно сделать инсеминацию. Да, то есть Вот это, чтобы вы процесс. понимали, это прошло 4 года наших подготовок, обследований, анализов, вычисления проблемы. То есть это не так, что мы там 4-5 решили, и лет. всё. Это да, это не то, что вот мы сейчас вам рассказали, конечно, за 10 минут, но это все не быстро. Это, ну то есть это мы морально уже, конечно, уставшие, мы выжатые, мы не Да. понимаем, что происходит, мы хотим детей в конце концов. И это не такая какая-то там бзык, хотим детей, и все. Мы очень любим детей. И Мы вот реально уже хотим до невозможности я знаю просто. пар там, которые, ну, не получаются дети, они такие, ну ладно, там, типа, child-free мы теперь не хотим детей, мы будем жить для себя. Такие пары тоже. Ну, это их выбор, я ничего Да, не каждому навязываю. Но у своё. нас никогда не было такого решения, и нам даже некоторые говорили, а вы что там, child-free, вы не хотите детей? Мы говорим, да вы что, у нас Мы ну, 5 не хотим, получается, в у нас смысле не у хотим? нас какой child-free? У нас не получается. Ну, в общем и целом мы начали делать эту инсеминацию. Я Мы помню... начали готовиться к ней. Да, Это, готовиться. друзья, все не так быстро. Это тоже 4, 5, 6 месяцев идет подготовка. Сначала тебя тоже обследуют там с ног до головы, все проверяют туда-сюда, назначают что-то тебе попить. Если что-то надо, какие-то витаминки тебе, мужу, все. Фолиевая кислота, попили, все. Мы готовы, там пришли, допустим, на инсеминацию. Короче, сколько раз мы делали в итоге? Давай я не хочу это Не, вспоминать. ну Там- что, давай, ладно, первый раз, когда мы пошли сделать, я с такой уверенностью была, что все, Да, вот мы сейчас сделаем, через и у нас все у получится. нас все получится. Но И я тоже, мы оба были очень уверены, и мы очень уже просто. счастливые возвращались в больницу. мы просто вот это там сделали, эту процедурку, а после нее сразу встаешь и идешь себе домой, то есть ничего там такого. 15 минут полежала у врача, встала, пошла. Я уже шла беременной, понимаете? Я так себе внушила, что все, мы беременны. Я там уже просто летела, порхала, мы такие Ну, в итоге, счастливые. короче, у нас получилось, что не получилось. Да. Инсеминация первый раз. Мы пошли к врачу, врач говорит, ну не получилось, давайте второй раз. Мы говорим, ну хорошо. И второй раз то же самое, там на крыльях любви, там небесами, Да, там да, порхая. Чуть-чуть уже не такой большой уверенностью, но Да. уже возвращаемся, уверены, что получится. Не получается. Третий раз, ну давай будем делать. Она уже говорит, давайте мы вам эко будем делать. Мы говорим, да мы не хотим эко. Если не получается там инсеминация, то мы не готовы были, короче, до последнего делать эко. Ну,
Ну, короче, и в Ну, этой короче, клинике тоже в нас... этой клинике мы сделали там 3 раза, попробовали сделать инсеминацию, у нас не получилось. И в итоге мы поменяли страну, поехали в Украину, в Украине там пожили кое-какое время, если не ошибаюсь, опять же, там полгода или меньше. Ну, в общей Там, сложности, да. там в общей сложности, исходя из ситуации в стране, мы не ходили к врачам, потому что там, ну, не до этого было, так скажем. Да. Мы естественным путем пытались забеременеть, у нас ничего не получалось. В итоге мы оказались в Германии, и что в Германии, вы думаете? Мы, конечно же, в первую очередь думали об этом, мы думали и хотели забеременеть, и мы почему-то были уже готовы к этому действию ЭКО Да, сделать, вот потому что здесь мы настроились, что мы... я понимал, что у нас не получается, Да. Танюшка тоже понимала, у нас не получается, А нам на инсеминацию секундочку, сделали. мне 35, а Копу 37, то есть... Да, возраст по-любому играет да, свою роль, то есть нам мы идем уже, в плюс. мы уже прям, ну, Не молодеем. очень не молодеем, да. И приехали сюда. Все, кто за нами следил или не следил, быстренько постараюсь вкратце рассказать. Я поехала первая, Да. с мужем мы не виделись чуть-чуть больше месяца. Муж остался там, он доделывал документы, я приехала сюда. Так сложились обстоятельства, так просто надо было. Мы это не запланировали, так просто все пошло. И я не знаю почему, или мне кто-то навеял, или кто-то сказал, или я сама так себе придумала, что вот у нас вот такое расставание будет, это тоже стресс для организма, стресс то, что мы не видимся, а мы такая парочка, которая просто вот Всё последние время. 10 лет мы вместе, Сейчас понимаете? я скажу Давай. историю вчерашнюю вечернюю и сегодня утреннюю. Я вчера вечером сходил в туалет, ну, я не знаю, это нормальное явление, все ходят в туалет. А я там сижу, в телефоне там завис или что-то такое. Прошло минутки 2, и она кричит: Акоп! Акоп, ты где? Я в туалет зашел, что такое? Ну и что утром случилось? Утром я пошел, я просыпаюсь чуть раньше, чем Танюшка, опять же сходил в туалет, пошел в кухню, с кухни что-то взял, с ящика, и она такая: Акоп, ты где? Я говорю: Танюша. А вы не поверите, это не от того, что я там, я не знаю, что... Просто я, ну, просыпаюсь, и его нет. У меня какая-то паника, что его Как? нет Ты рядом. где? Я начинаю его искать. Короче, мы все время реально вместе. Единственный мой, так скажем, в мое время, когда я не с Танюшкой, это я на тренировке. И то она иногда ходит на тренировку ко мне, чтобы со мной возвращаться домой. Пока что не провожает до тренировки. Не сидит, не смотрит, как я тренируюсь, но это тоже будет. Скоро буду фотографировать тебя, снимать. Ладно, это шутки. Не думайте, что у нас какой-то шизик по Мы этому просто поводу. любим друг друга и все время Просто вместе. так, Это так нормально. получилось, да. И Так получилось, так что нам полюбили хорошо. друг друга. Хорошо. А, у нас было вот это расставание. И когда я уже здесь была в Германии, я об этом думала, что, может быть, Бог поможет и сделает так, что Ак приедет, и мы на этом фоне стрессе, он без меня там стрессовал, я здесь стрессовала, мы там делали документальные разные дела, которые тоже заставляли нас нервничать. Короче, я все-таки слова того доктора помню, что он говорил: вам нужно там войти в какой-то жесткий стресс, у вас все получится, вот посмотрите, у вас все получится. Наверное, я достучалась до небес своими этими мыслями, они материализовались, а Копчик приехал. И у нас получилось ребенок, и то мы не сразу узнали об этом. Да, в общем, мы, естественно, начали вы- жить обычной жизнью. Мы тоже хотели, мы понимали, что от этого будет вероятность, что она забеременеет. Мы каждый месяц, короче, ждем женских дней. Если нету женских дней, то у нас счастье. Все, радостно. Да, День-два мы задержка, реально вот за уже... все это время, вот, грубо говоря, отслеживали весь процесс по ее там этим дням. Если эти дни приходят, то, ну, Ну все, еще расстроились. разочек попробуем. Еще месяц, давай, ладно, еще. И тут Ты приехал, я приехал, и, соответственно, спустя какое-то время, через 4 дня у меня да, наступают женские дни. и мы такой, ну, Ну, типа, не получилось, все, я так давайте еще расстроилась, разочек. вы не представляете, потому что я так поверила, что это действительно, ну, может что-то поменять, вот это наше расставание на месяц.
я себе все там придумала в своей голове. И начинаются эти дни. И я такая просто в таком обломе. А Копчик тоже. Ну, мы такие, ну ладно, что ж делать? Ну, Ну, мы будем ничего... пробовать до тех пор, Да. пока у нас не наладится с документами все, и мы сделаем эту процедуру ЭКО. Да, начнем уже думать И в ту сторону. проходит там какое время, там Нет, месяц. проходит еще месяц. Потом я понимаю, что у меня задержка. Задержка день, два, три, 4, 5. У меня болит грудь. Я говорю об этом Аку, что что-то грудь там побаливает. Я все, что она говорит, понимаю и осознаю, принимаю, но я побаиваюсь реально вот каждый раз, когда она подходит и говорит, у меня эти дни, я вот это не хочу слушать, потому что я понимаю, что мы месяц опять профукали. Да, А да, тут да. она не говорит, а я там молюсь в себе тоже, думаю, может в этот раз получится, может в И у этот раз нас, короче, получится. такая тишина, мы ничего не обсуждаем, он ничего не Так. спрашивает, я ничего не говорю. Я в этом к своем календарике считаю дни, и тут я понимаю, что уже, у меня больше 10 дней задержка, я начинаю тихонечко делать эти тесты. Ну, дальше вы, естественно, видели, Дальше вы уже что... процедуру Да. заметили, То есть- видели, что у нас было. Если вы не видели, заходите, у нас в описании будет ссылка на это видео. Обязательно посмотрите, как мы узнали, что мы ждем ребенка и как порадовались. Это было просто волшебные моменты, волшебные мгновения, которые невозможно передать, пока вы сами не ощутите это. Я Всё, хочу чудо сказать, случилось. что я, Говори. получается, 1,5 месяца мы не знали о том, что мы беременны, только потому, что вот эти критические дни нас сначала сбили, и мы не понимали. Я хочу вам сказать, что я себя чувствовала отвратительно, неважно. Но ты в этот момент Да, еще и пост но в держала. этот момент И мы я думали, что села она... на пост, да. Мы думали, что она себя плохо чувствует, потому что вот этот пост. Она кушала там определенную еду. Кто не Она- знает, пост – это когда ты ущемляешь себя в определенных продуктах. Мясо, молочка, яйца, вот это все. Я от этого отказалась на определенный период, и я думала, что это от этого у меня головные боли, тошнота у меня, я не высыпалась, я такая была уставшая, побитая, просто как какой-то выброшенный котенок. Но я все это реально, Акопчику жаловалась, он говорит, держись, если ты хочешь додержаться до конца, держи Да, этот если пост. ты решила, Да, что если ты будешь хочешь, там, поститься, то Если давай не уже можешь, до конца. бросай там. То есть он поддерживал, он говорил, как и должен был говорить. А я же не понимаю ничего, я себе просто, держу и держу. Итоги таковы, что у нас своим ходом, своим путем получилось зачать ребенка, так Да, можно сказать? это очень правильно, да, Да, зачатие мы ребенка. сделали ребенка, мы вообще То есть- очень счастливы, очень до небес, можно сказать, прыгали от радости, потому что мы Да. уже момент, который в нашей жизни сейчас происходил, были сломлены, можно сказать, такие... Не пон- сломленный, чтобы Нет, остановиться не, вообще. не сломлены, что постоянно. Просто Но- мы не верили, что своим путем Да. уже может произойти. Мы уже все готовы были сделать процедуру, которую в итоге не сделали. И я хочу вам сказать, чтобы те пары, которые хотят забеременеть, тоже не расстраивались, не разочаровывались. Поверьте, вы если чего-то хотите, именно вот этого счастья, это счастье у вас получится. Дай бог, у вас получится таким же путем, как и у нас, естественным. Это будет вообще очень классно, очень замечательно. Но не менее классно будет, если вы это сделаете по другому направлению. Сделайте эко или инсеминацию. Поверьте, сейчас у нас такие времена, технологии аж до того дошло, что вы можете сделать такое, и это нормально, это хорошо. Я не говорю, что это плохо, но суть моего сказанного в том, чтобы вы просто не разочаровывались, не останавливались, не расстраивались. Двигайтесь дальше, поверьте, с Божьей помощью получится и у вас, это хотела и у сказать. тех, кто хочет. И у нас тоже Да. получилось. Мы очень рады, счастливы. Я не знаю эти слова, которые можно сейчас сказать, чтобы передать мое и моей жены состояние радостное. Мы очень спокойны, уравновешенно сейчас рассказываем об этом, но внутри все бурлит, кипит. Я каждый день говорю, я хочу праздновать, я буду праздновать. Но, соответственно, у меня праздник такой. Пошел на тренировку, праздник уже. Покачался, пришел. Покачался, пришел.
Друзья, хочу еще от себя сказать, обязательно, женщины, верьте, верьте в это чудо, потому что наша женская энергия, она очень сильна. Вот вы, может, кто-то будет смеяться, я подходила в окно, просто смотрела на небо, там молилась себе, говорила со святыми, с Надо молиться, ангелом-хранителем, верить в чудо, и это просила, происходит. верила. Ну, там, кто как хочет, кто как умеет, тот так и молится, тот так и верит, но просто верьте всегда, реально верьте, смотрите побольше видеороликов с детками, картинки с детками, какие-то, я всегда заходила в эти... Ой, сколько я картинок отправляла Танюшке в Ой, видео в Инстаграме, вообще, вы не это наша представляете. любимая тема. У нас, знаете, как у кого-то открываешь ленту в Инстаграме, у кого-то там спорт, у кого-то готовка, у нас дети просто. Дети и животные еще, конечно, разные это маленькие собачки, Дети козлики. также. Ну, детки, все детки. Давай поблагодарим зрителей, что они посмотрели наш ролик. Давай. Спасибо вам большое, ребята. Вы реально нам помогаете. Вы сейчас наблюдаете за нашим жизненным процессом, который просто неповторимый. И мы никогда не могли бы поверить, что вот этот момент настанет. И вот таким образом мы с вами будем сидеть и вот так делиться нашими эмоциями. Спасибо вам, друзья, что вы смотрите нас. Мы очень благодарны вам за это. И это нам дает очень большую и очень сильную энергетику. Да? Да, друзья, от души И можете, благодарим ладно, вас. лайк поставить, там комментарий написать, подписаться, если хотите, это уже добавок. Еще я хочу тоже за вот эти все действия вас поблагодарить, потому что это очень нас мотивирует. Вот мы, еще когда жили в Москве, мы, наверное, подумать даже не могли, что мы будем вот так сидеть перед Вести камерой. влог, семейный канал у нас будем будет. болтать, будем вот это все рассказывать и кайфовать от этого. А все почему? Потому что вы даете обратную связь, вы делитесь с нами вот этой энергией. Да, комментарии пишите, и нам мне так вот приятно всё хочется это. вот, чтобы мы, ну, нам хочется это вам отдавать обратно, понимаете? Это очень классно, когда идет такой энергообмен. И я надеюсь, что каждая пара в мире, которая хочет ребеночка, она обязательно получит своего Я не надеюсь, я уверен, родненького, все получится. да, своего долгожданного ребеночка, Получится, здоровенького. верьте, реально. У всех, у всех, у всех, всем женщинам мира, всем мужчинам желаю стать папочками, женщинам мамочками. Дай Бог, пусть все сбудется, друзья, мы вас любим, целуем. И на этом заканчиваем. Да, я еще хотела попросить, знаешь что, и очень важно, чтобы видео пересылали друг другу. Проси. Пожалуйста, друзья, кому не сложно, если можно, каким-то парам семейным или своим друзьям, просто делайте, поделиться Давай этим сделаем видео. так. Если вы знаете какую-то пару, кто хочет ребенка, Да. даже не хочет, а вы желаете им ребенка, отправьте это видео, пусть они посмотрят. Может быть, мы их смотивируем, и у них все получится гораздо быстрее. Да, спасибо, супер. Водичкой пьем за вас. Спасибо. Пока, друзья. Пока-пока, спасибо.